Приветствую вас! Вы на канале независимого партнера, консультанта по сбалансированному питанию компании Herbalife Nutrition. Меня зовут Сергей, и в этом видео мы будем разбирать одну из популярных тем, касаемо многих людей, как правильно похудеть. Правильное питание при похудении. Или что-то около того, плюс-минус у людей один запрос внутри. И понимание это таки разное. Давайте я сейчас вам дам свое видение вообще этой ситуации и какие нюансы бывают при снижении веса и при правильном снижении веса. Давайте разбираться. И для того, чтобы вам было проще понять для себя, что такое правильное снижение, давайте просто скажу. Вот так нравится, а вот так. Я думаю, второй вариант все-таки интереснее, чем первый. Последствия разные при снижении веса. Так вот, чтобы не было вот таких вот неприятностей, все-таки и у вас внутри вопрос, наверное, вы все-таки беспокоитесь о последствиях некачественного снижения веса. Так вот, здесь мы сейчас для себя разберемся, помимо последствий, как же все-таки нам сделать так, чтобы вес ушел и за счет жира ушел, а не за счет мышечной массы и кожа потом повисла. Нам этого не нужно, нам нужно правильное, качественное снижение веса. Давайте дальше буду говорить качественное снижение веса, потому что правильное маленько не подходит, и качественное как раз таки качественный состав тела у вас будет. Он у вас будет меняться, состав тела, сохраняя мышечную массу и теряем жировую. Вот что нам нужно. В одном из видео я уже говорил, что нужно делать, что соблюдать, чтобы вес уходил качественно, чтобы менялся качественный состав тела. Соблюдаем норму белка, калорийность, водный баланс, нормализация рациона питания, то есть адекватные приемы пищи примерно в одно и то же время. И, соответственно, некая физическая активность. Вот основные 5 ключей, которые нам нужно соблюдать для того, чтобы вес качественно менялся. И сейчас мы поговорим все-таки о правильном питании, потому что это тоже же интересно, что же все-таки нам есть и от чего отказаться, чтобы вес уходил и не приходил. Чтобы вес ушел и не возвращался, важно сформировать, что правильно, свой рацион таким и создать такое потребление калорий, чтобы оно было адекватным при нашей текущей ситуации и сочетало в себя и питательную составляющую. То есть наша задача, чтобы не только калорийность была, она должна быть питательной. Белки, жиры, углеводы в эту калорийность должны входить. Все должно быть сбалансировано. Неправильное питание. Правильное питание — это, допустим, у вас курица, гречка, белок и углеводы. Где жиры, где клетчатка, воды, сколько. Это тоже важно. В целом сбалансированное питание. Вот это слово вообще навсегда забудьте. Диеты не работают. Они никогда не работали. Вы наверняка сидели на них, кратковременный эффект, потом раз, закончилось, и обратно мы вернули все свое питание. Задача поменять привычки питания. Если человек привычки питания не поменял, соответственно, что? Я думаю, знаете. Возвращается, потом опять мотивация теряется, кажется, что это невозможным. Все возможно. Для того, чтобы человек снижал правильно вес, нам нужно достаточно качественно сбалансировать рацион. Постепенно, не сразу, постепенно меняя привычки. Мы не можем сразу по списку, а вы наверняка уже прошерстили всяких диетологов, нутрициологов, выписали всякие планы себе и якобы следовали им. Насколько у вас хватило? Напишите в комментариях. Я думаю, неделя, 2 максимум. Все, потом это неинтересно, потом надоедает, потом ситуации разные, потом продуктов нет, потом дети, потом работа, не успели, вечером пришли, наелись и все. И, как говорится, здравствуйте, мы вернули все, что было. Чтобы вес нам снизить раз и навсегда, нужно поменять привычки питания. Самостоятельно, в одиночку, очень тяжело это сделать, потому что вы чисто субъективно подходите к этому вопросу. Вы сами с собой часто договариваетесь, вы в магазине купите те продукты, которые вы считаете, что они вам нужны, правильные, а иногда вы даже будете чисто физиологически покупать не те продукты, просто так организм будет вас толкать на покупку этих продуктов. А нужно подключить к своему процессу другого человека, консультанта по питанию, который вам поможет объективно уже посмотреть
согласно вашего стиля жизни, режима работы, вашего психологического состояния, потому что это тоже важно, физической активности, если вы занимаетесь, это тоже важно. Нужно посмотреть, какой рацион по калорийности объективно, посмотреть, что в него входит, а что в тарелке, сколько вы едите, мало, много. Может, вы переедаете даже тех же полезных продуктов, потому что это тоже важно. Самостоятельно очень тяжело, практически нереально вот таким образом решить вопрос. Я предлагаю людям два варианта. Они могут самостоятельно, используя обычные продукты, но я думаю, вы уже пробовали обычные продукты, напишите в комментариях, получилось у вас снизить вес, удержали, сохранили, все хорошо, самочувствие было прекрасным, ничего, никаких последствий нет, потому что это тоже важно, да, потому что все-таки можно снизить вес и какие-то диагнозы еще попутно приобрести, но ведь это же не тот результат, который вам нужен же правильное снижение веса, да, качественное снижение веса, запомните. Так вот, но здесь о качестве я не могу говорить. Есть другой вариант. Есть функциональное питание, которое помогает людям сбалансировать рацион, используя его плюс обычные продукты в магазине, которые у нас в повседневке имеются. Мы будем учиться пользоваться обычными продуктами и дополнять питанием, клеточным питанием, которое нужно нам. Часто у людей в рационе углеводы, жиры, ну и все, по сути, и больше ничего нет. Где витамины, микроэлементы, вода, клетчатки достаточно, потому что такой вот нюанс, ну все взаимосвязано друг с другом. Поэтому человек, если хочет, конечно, решает вопрос самостоятельно, если хочет, обращается за помощью, пишите в личку, ну или в принципе своему консультанту, которому вам ближе, вам понравился, возможно, вы хотите с ним как-то поработать. Если кто-то желает со мной, пишите, у меня есть контакты в описании, Telegram, WhatsApp или в Инстаграме, переходите, смотрите, я отвечу на ваши вопросы, и мы подберем уже индивидуальный ваш план качественного снижения веса. Все, увидимся. Желаю вам качественных результатов. Пока.